Как и любой редактор Blender, ты можешь перемещаться по временной шкале с помощью средней мыши. Ты можешь перемещать выбранные элементы, нажимая G, ты можешь масштабировать их с помощью S, что отодвинет их дальше от начала воспроизведения. Но нажатие R не приведет к повороту ключевого кадра. Что он будет делать вместо этого? Это все, что вам нужно, чтобы изменить тип ключевого кадра. Изменение типа ключевого кадра не повлияет на твою анимацию. Это всего лишь визуальная модификация твоих ключевых кадров, которая может позволить тебе лучше организовать твою анимацию. Я лично никогда не использую ее. Нажатие нулевой клавиши на цифровой панели центрирует твою временную шкалу вокруг головы воспроизведения. Когда у тебя выбрана какая-то клавиша, нажатие точечной клавиши на цифровой панели обрамит или сфокусирует выделение. Нажатие клавиши Home приведет к кадрированию всей анимации от самого первого до самого последнего ключевого кадра. Ты можешь просмотреть часть своей анимации, нажав P и перетащив и удерживая раздел, который ты хочешь повторить. Нажми Alt плюс P, чтобы очистить предварительный просмотр. Ты можешь активировать диапазон предварительного просмотра, щелкнув значок часов, а затем установив начальный и конечный кадр. Ты можешь установить начало своей анимации, нажав Ctrl плюс Home. И ты можешь установить конец, нажав Ctrl плюс Home. Когда ты активируешь диапазон предварительного просмотра с помощью значка часов, используя Ctrl плюс Home и Ctrl плюс Home, установишь начало и конец диапазона предварительного просмотра. Моя временная шкала здесь просто показывает мне ключевой кадр выбранных элементов. Если я перейду в режим просмотра и сниму галочку «Только ключевые кадры из выбранного объекта», будет отображаться каждый ключевой кадр в сцене. У моего персонажа в настоящее время есть модификатор подразделения. Если я перейду в свойства рендеринга, я увижу, что Simplify активирован. Это позволяет отключить каждый модификатор разделения в сцене, увеличивая производительность воспроизведения. Когда он деактивирован, мы видим, что мой диапазон кадров в верхнем левом углу стал красным, что означает, что Blender не может достичь частоты кадров, которую я установил ранее. В то время как эта сцена должна идти со скоростью 30 кадров в секунду, здесь я нахожусь ниже 14 кадров в секунду. Хотя это и не оптимально, Blender позволяет нам отбрасывать кадры, чтобы у нас была своего рода синхронизация анимации, что означает, что он отбросит часть кадра, чтобы убедиться, что действие выполняется с той же скоростью, как если бы мы отображали 30 кадров в секунду. Чтобы разрешить это, просто перейдите к опции воспроизведения, к отсутствию синхронизации и выберите, будет ли выпадать кадр или AV-синхронизация. Мы видим, что время анимации изменилось, и она пытается догнать свою обычную скорость. Надеюсь, тебе не нужно будет использовать эту опцию, так как я постараюсь анимировать довольно низкополигональных персонажей, но это важно отметить. С помощью Ctrl плюс Shift плюс щелчок левой кнопкой мыши ты можешь выбрать все клавиши после или до начала воспроизведения. Ты можешь нажать B-клик и перетащить или просто щелкнуть левой кнопкой мыши и перетащить, чтобы сделать выбор поля. Временная шкала здесь в основном для того, чтобы дать тебе обзор твоей анимации. Я никогда не использую ее для работы над моим текущим ключевым кадром. Сводная строка здесь только для того, чтобы сообщить мне, есть ли ключевой кадр в текущем кадре. Здесь мы видим, что у нас есть ключевой кадр в каждом отдельном кадре от 0 до 30. Этот ключевой кадр принадлежит другому контроллеру нашего персонажа и хранится в действии, которое разрывается на арматуре. Мы обсудим арматуру позже, здесь я просто хочу показать вам ключ IRU временной шкалы. Если я добавлю куб к сцене и добавлю ключевые кадры к этому кубу, вы увидите, что теперь эти ключи также отображаются на временной шкале. При выборе ключа в сводке будут выбраны все соответствующие ключи арматуры и куба. Это может быть здорово компенсировать целый набор ключей. Но если мы захотим, мы можем переместить только, например, клавишу расположения X в кубе. Еще одна замечательная функция временной шкалы заключается в том, что мы можем добавлять маркеры. Хотя вы можете использовать их только для организации, они могут быть очень полезны для переключения камеры. Когда ты добавляешь две камеры в свою сцену блендера и нажимаешь 0, чтобы перейти в режим просмотра камеры, ты можешь переключаться с одной камеры на другую в настройках сцены.
Но если хочешь, ты можешь перейти на временную шкалу и добавить пару маркеров. Ты можешь добавить их, нажав М или перейдя к маркеру «Добавить маркер». Теперь, выбрав одну из моих камер и выбрав один из маркеров, я перейду к маркеру и привяжу камеру к маркеру. Сейчас я выберу второй маркер, выберу вторую камеру и повторю процесс или нажму Ctrl+B на временной шкале. В окне просмотра 3D, нажав 0, я перейду в режим просмотра камеры. И когда я буду воспроизводить анимацию, каждый раз, когда я буду нажимать на эти маркеры, Blender автоматически переключится на привязанную камеру. Это намного проще и чище, чем пытаться анимировать камеру. Подводя итог, мы увидели, что навигация по временной шкале близка к навигации по любым редакторам Blender. Мы видели кучу разных ярлыков. И мы увидели, что мы можем создавать разные маркеры на временной шкале и привязывать к ним несколько камер, чтобы мы могли переходить от одной камеры к другой непосредственно через анимацию.